Вот мы в Вене сейчас. Первый отель Даниэль Хотел Вена. За окном дождь. Поэтому мы решили пока пофотографировать. Хранить готовится. Одевается. Ты знаешь, что многие люди, между прочим, в Монако в прошлом году гуляли в пижамах? Ну, пижама это было модно. Да, это так странно. Прям такая же, как у меня. Но я не понимаю людей, которые ходят в пижамах по улице. И я считаю, что это прикольно, ну, типа, это удобно. Ну, может быть, но вот вы как думаете, это удобно? Ставьте лайк, если да. И нет, если... если нет, тоже лайк ставьте. А то, я чувствую, это видео бы залайкали в минус. В общем, сейчас поснимаем, пойдем гулять в парк. Рядом с нами потрясающий парк. Там жили сами... Кто там, короли у них, да? Австрийские короли. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Whoa. Спариваешься с цветочком? Вот въехали в новые апартаменты. Как тебе вот эта огромная квартира? Простенько, простенько. Простенько, но со вкусом? Да. Мне нравятся эти окна. Мне вот окна тоже нравятся. Жалко, конечно, вот эти вот. Остынут. А что тебе надо было? Это специально, чтобы ты не выбежала, знаешь, как в клетках у обезьянок. По таким красивым крышам можно не полазить. Ты Карлсона, что ли, хочешь встретить? Спайдермен. Кстати, изогнутый дисплей экрана позволит окунуться в атмосферу фильма, который вы будете смотреть в этом фантастическом месте. У меня фантастическое слишком часто в последнее время. Клетка всем любителям классических туалетов. Ну и такая мастер bedroom называется. По-моему, так, да, как-то? Что? Ну, мастер bedroom, как она называется? Master bedroom? What is that? Ну, это когда спальня хозяев. Мастер bedroom. Bedroom по-турецки. Мастер bedroom. Ну, как тебе, в общем, оценка? От 1 до 10. 100. 100. Фантастический результат. Да что ж за фантастический? Мы сейчас едем в отель Парк Хаятт. По 300 раз сторис записываю я, значит, да? Ну, не могу, у меня язык заплетается. И что мы там будем делать? Мы сейчас будем делать... У нас будет какая-то спа-процедура. Ты специально тихо так разговариваешь, чтобы тебя никто не слышал? Да, потому что стесняюсь. Ты... Кого? Тебя. Дяденька? Дяденька вообще ничего не понимает по-русски. Я надеюсь. Ну-ну. Не бесишь. Вот так вот мы и живем, ребята. Ты спрашиваешь меня или нет? Куда мы едем? Ну, я уже спросил, конечно. Ну, давай еще раз. Куда мы едем? Мы едем в отель Парк Хаятт. У нас будет сейчас спа-процедура. Как ты мне говорил, на золоте. Я точно не знаю, какая она будет. Голд. В общем. Тебе лучше знать, да? Я, честно говоря, не совсем помню, но я думаю, что это будет очень интересно. Ну вот, посмотрим. Держим руку. Вот эти вот двери, это настоящие двери от сейфа, потому что раньше здесь был сейф. Они решили сохранить вот такие вот красивые двери для того, чтобы напоминать о том, что здесь было золотохранилище. Представляете, золотохранилище. А сейчас вместо этого золотохранилища просто бассейн. Ну, очень красиво. Давай, вылезай, как ты умеешь, это фирменно. Красиво по-инкантовски вылезь. Это не скажешь, что ты разговариваешь с ним, как с рабыней.
рабыня моя, пожалуйста, давай. Видите, как быть трудно, тяжело девушка и Ирланд-Транспорт? Отношусь к вам как к рабыням, сударыня. Я не думаю, что ты рабыня. Разговариваю с ним, Ну, просто кто-то у нас очень глуховатый, не слышит по 15 раз. говори еще. Я точно слышу. Слышишь? Да ты забываешь все время. Давай, говори. Вот такая прическа мне даже нравится. Может, оставить так, Вероник, ходить? Ты до сих пор под впечатлением от массажа? Ты до сих пор смотришь на свою голову. А как еще? Ну, реально круто. Как я выгляжу, девчонки? Настоящим. Что за подколы? Вот как Вероника проводит свои дни в релаксе. С яблоком и со смартфоном. С Вероникой очень круто провели сейчас время в этом прекрасном спа. Здесь находится все необходимое. Ставим крем, фен. Но если надо посушить белье, пожалуйста. Всякие красивые бутылечки. Они не только красиво, но и приятно пахнут. Если хочется почистить зубы, вот такие прекрасные одноразовые зубные щетки можно, если хочется, конечно, домой забрать, но мне это не нужно. Можно почистить зубы, прополоскать рот, в общем, удовольствие на высшем уровне. О, какая лестница. Мне кажется, здесь просто необходимо сделать фотографию, Ника. Да, можно потом сделать. Тартар из тунца. На той стороне то же самое. Да, я решила взять то же самое, что и Игорь. Потому что я не люблю выбирать. Но на самом деле меню очень хорошее меню и очень много краба, устриц и что еще? Краб, устрицы Праунс, там очень и классный креветки. праунс салат есть. Да, я не знаю, будет ли тебя слышно, скорее всего нет, но я дублирую. Приятного аппетита. Второе блюдо – это рыба. Рыба в криспе в чем-то. Выглядит очень аппетитно. Но на самом деле по вкусу уже я попробовал, действительно вкусненько. Ты аспарагус ешь? Ой, ночью мне явно не стоит ждать свежести фиалки. Слушай, я каждую ночь с тобой не жду свежесть фиалки. Блин, придется это вырезать. And some mashed potato. Thank you. Please enjoy. О, мои любимые филе миньон. Вероника, филе миньон любишь? Люблю, но мне очень жалко мясо. Печальная нотка в голосе Вероники. Почему? Нет, потому что в последнее время у многих пабликах вообще многие люди, особенно из знаменитости, идут против мяса. Я очень люблю мясо, мне очень нравится, получаю удовольствие от того, что я ем мясо, но, к сожалению, мне очень жалко. Особенно, помнишь, что видео, которое мы посмотрели вместе? Да. Ну, вообще вкусно, выглядит очень вкусно. Особенно я люблю трюфель. Трюфель вообще супер. Ты знаешь, что это трюфель, которым был помазан наш стейк? Да, ты мне недавно объяснила, кстати. Находит свинья, мальчик-свинья, потому что трюфель пахнет как женская, как бы это сказать, Вероника? Женское что? Женская промежность. Если вам предложат трюфельное масло, знаете, чем оно пахнет. Приятного аппетита, Вероника. В тот момент, когда хочется есть, а рядом только кафе Дерриман. Это какие буквы, вывеска, все цивильно.
Но название, конечно, ребята, вам надо явно над ним поработать. А это Дунай, который течет через Вену. И люди в нем не купаются, потому что зеленая вода отвратительно, ну, как-то не очень впечатляет, признаться честно. А вот там плывут мои 20 евро, видите, да? Которые только что улетели у меня из кармана. Вот такая вот жизнь богатых людей, выбрасывать деньги на ветер. Хоть ныряй. Ну все, Вероника? Без ужина? Хотя какого без ужина? Без одного блюда. 20 евро. Вероника, даже тут уже стоишь возле Лабутена. Это не Лабутен, это просто ритейлер. Знакомая сумочка. Но на тебя она лучше смотрится. Спасибо. Пожалуйста, Вероника. Вот что-что, а чумную колонну взять и построить, это, конечно, только австрийцы могли. Обычно такие ставили после того, как чума заканчивала свое свирепство. И теперь в центре Вены, прямо на центральной площади, можно наблюдать такую картину. Говорят, таких памятников очень много. Очень много, особенно в Австрии. Готово? Бежать от чумы подальше. Побежали отсюда. Уже не время. Окна дома также не имеют украшений, за что Лоус Хаус называли «дом без бровей». Вероника, чувствуешь, здесь пахнет этим? Игорь, ты все время Мужскими какими-то, и не только мужскими. Игоря нет темного запаха. Блин, ну Смотрите, пахнет. как красиво, фантастически. И что еще? Ты бы хотела покататься на лошадках? Честно говоря, сейчас не особо. Почему? Ну, жарко очень. Утром можно было красиво или вечером. А я думал, ты скажешь, что лошадки, они же мучаются. Ну, чем мы мучаемся? Я с тобой Да? мучаюсь. Ты со мной мучаешься, а я с тобой. Такова наша дочь. Веронике вот этот мужчина понравился. Говорит, красивый. Че, красивее, чем я, да? Ну да, если не отвечать, значит однозначно красивее. Я так в прошлом году был накачан. Чего уж тут? Что, не веришь, что ли? Что? Я это змейка? Тогда ты вот эта собачка. Это же собачка? А, это и есть змейка, многоголовая. Ну тогда это точно не я, Вероника. Смотри, какая корона. Смотри, какая корона. Хотела бы ты себе такую? Мне кажется, тебе бы она пошла. Королевна Вероника. Как вы видите, в этом здании находится офис ОБСЕ. Мало вам что может это сказать. Название и словосочетание букв. Словосочетание букв. Кто ж так говорит, господи? Игорь Лантратов, записывайте. Это самый незанудный человек и телеведущий. Москва. И не только. Заказывайте. Корпоративы, свадьбы, все очень дорого и неинтересно. О, какашку нашла. Что Я так? нашла деньги, 500 евро. Это тебе. О, Ты спасибо. потерял 20, а я принесла 500. Я потерял 20, ты потеряла еще больше, Вероника. Мы попытаемся сегодня пойти в ресторан какой-нибудь. У нас последний вечер. Ресторан какой-то на 17 этаже есть, но, судя по всему, нас туда не пустят. Но попытка не пытка. Какие кадры, как я люблю такие кадры. Вероника, знала бы ты? Может, сфоткаемся? Мне так нужны твои крылья, чтобы дотянуться до облаков. Пока не стали мы пылью, станем лучше фрагментами снов. И под ярким светом лунным наша комната, как спутник, выйдет в открытый космос. В итоге нас пустили в этот ресторан. Мы получили вот этот вот панорамный вид на Вену. Город как на ладони.
Очень много людей, очень много народу. Вероника в восторге. Я не то, что в восторге, но очень красиво, мне кажется, симпатично, если особенно тебе от 18 до 25 лет. Днем отвратительно здесь. Очень приятно прогуляться. Здесь атмосферненько, музыка везде играет, очень много молодежи, андеграундной. Может быть, Можно да. пройти. Мне кажется, что мы сели не в очень удачном месте для того, чтобы записать здесь видео. есть свет. Сейчас попробуем пройти в кафе, я не знаю, что это, Тель-Авив. Посмотрим, что это такое, рекомендовали. Что еще есть больше? Зачем я щурюсь? Потому что мне 49 лет. Какой-то фастфуд, короче, да? Имеет право на существование, если тебе от 18 до 25 лет. Очень красиво, много андеграундной молодежи, можно выпить пиво и не только пиво. Некоторые пьют не только пиво, но и водку. Очень много кафе разнообразных. Есть просто кафе с лежаками, есть кафе, где можно сесть, какой-то более такой ресторан. Есть, что у нас там еще есть? А также есть кафе-бары, где можно взять коктейль и взять его в пластиковом стакане и гулять. Так многие гуляют здесь. Просто берут стаканчик с алкоголем и прогуливаются. Очень прикольно, мне кажется. Особенно в субботу, в пятницу вечером. У нас остался буквально вот последний день. Мы улетаем через несколько часов. Надо потратить время на то, что мы еще не видели. А не видели мы довольно многое. Вот, но Вероника, уже разморенная апероль шприцем, сидит красивая. Привет. Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо, замечательно. Спадки были? Нет, не сниматки бы. Не снимать. Мы сейчас идем по центральной площади, а запах будто я в зоопарке. Хотя неудивительно почему. Да, понятно все. Но на центральной площади такой запах. Представляете, на Красной бы площади стоял такой вот смрад бедных коняшек, использующий. В общем, если что, если вы прям брезгливые, надевайте противогаз. Вам поможет. Ну вот и закончилась наша поездка в Вену. Всего 3 дня, пролетели быстро. Согласись? Да, очень быстро. У нас были насыщенные дни. Что мы сделали? Мы столько всего повидали, столько фотографий сделано, что я теперь боюсь их обрабатывать буду еще неделю. Не мешай, уж сколько я монтировать это видео буду. Конечно, нам осталось много еще посмотреть. Я надеюсь, что хотя бы за этот последний час, который у нас есть, мы сходим и погуляем по центральной площади. Да, Вика? Ну, я думаю, да. Успеем. Должны, по крайней мере. Но в любом случае, если этого не произойдет, наш прощальный для вас и не прощальный для нас поцелуй. Спасибо тебе, Вероника.